В этом видео мы посмотрим на Человека-паука, Сайтаму, Халка и других новых героев в моде Fisk Super Heroes. Но начнем с обновления самого мода. Нам добавили голографические стенды. Да, в моде уже есть обычный стенд, но этот имеет некоторые отличия. Во-первых, он имитирует игрока, то есть на нем виден огонь Фаершторма или, например, эффекты зума. И также он может показывать настоящий размер костюма. Внутри блока есть две кнопки, одна как раз таки выключает размер, а вторая убирает анимации. В отличие от обычного, через этот стенд можно спокойно проходить. Но если что-то будет ему мешать, то он будет вот так вот моргать. Будь то игрок, предмет или даже блок. Но старый стенд тоже обновили. Берем бирку и в наковальне пишем тут ник любого игрока Майнкрафта. Нажимаем по стенду и теперь тут скин этого человека. И если тебе нравится узнавать больше об этом моде, то скорее подписывайся на канал, чтобы не пропускать обзоры и новые обновления. Ну а наш первый новый херопак добавляет шокера и стервятника. Вы только посмотрите на его огромные крылья и как они плавно двигаются. У него даже есть супер буст на Control. Это, кстати, мой херопак, который я выпустил, и вы уже можете его скачать прямо в игре в маркетплейсе херопаков или по ссылке в описании. Чем больше будет скачиваний и лайков, тем быстрее я сделаю обновление. Но шокер может использовать свои перчатки, чтобы сделать такой вот сильный выстрел с тряской экрана или выстрел послабее из одной руки. А также ставить щит. Можно еще просто зарядить перчатки, и это дает вам 4 заряда, которые можно потратить либо на 4 мощных удара, либо на 4 прыжка, чтобы убежать от врага. И в конце, конечно же, сделать суперзлодейское приземление. Жду ваши скачивания и идеи для новых костюмов можете писать в комментариях. В GMCT, наверное, больше всего героев из всех херопаков. И в этот раз он добавил багрового паука из паутины вселенных. То, что отличает его от всех остальных пауков, это его идеальная поза, которая активируется на Shift. А если на шифте идти, то он будет ползти. И тут есть бродяга из того же мульта. Он может быстро бегать с анимацией, а при выключении скорости играет его страшный звук. В этом же обновлении тут появился носорог. У него есть стандартные взрывы, а также возможность разогнаться и таранить всех своим рогом. Дальше идут персонажи из аниме Человек-бензопила. Тут есть сам Дэнди, мне очень нравится его трансформация, и он может бить своими пилами из рук. И его враг это Человек-катана. Он в целом очень похож, но у него еще есть дэш. В Nameless Heroes добавили ведро компота. И если его надеть, то можно стать компотным Веномом и летать на паутине. Еще тут появился стелс-костюм Человека-паука. И у него есть 3 режима работы. В зеленом режиме можно включать камуфляж, и его можно поменять на красный или синий. А еще есть RGB версия этого костюма, где цвета переливаются, и у него даже RGB паутина, прям вся паутина. В Secret Heroes добавили Сайтаму из мультсериала One Punch Man, и он наносит 50 урона с руки, то есть в 100 раз больше, чем обычный игрок. Но это работает только в креативе, потому что при крафте выживании вы получаете сбалансированную версию с адекватным уроном. И кстати, чтобы это сделать, нужно не только открыть максимальные ветки, но и пройти мощную подготовку. А именно, бежать 5 минут, стоять в пустыне днем чуть больше 8 минут, присесть с блоком железа в руках 1 минуту, бить железным слитком 1 минуту и, наконец, убить 1000 мобов голыми руками. Также в выживании для использования способностей нужна мотивация, которая добавляется от получения урона. Его первая способность — это последовательные удары, и они настолько быстрые, что экран начинает трястись. Конечно же, Сайтама может летать. Думаю, по звуку вы понимаете, что происходит. И, кстати, этот звук полета автор записывал сам. Я не спрашивал подробностей о том, как он это делал, но респект. А при падении Сайтама падает лицом в землю с печальным звуком. Теперь переходим в серьезный режим. Я наношу уже 50 миллионов урона. Ну окей. Серьезный Сайтама уже не падает лицом в пол, а красиво приземляется. И у него 7 уровней скорости вместо 3 в обычном режиме. А еще последовательные удары теперь сразу из 2 рук. Также если стоять на шифте, то заряжается сильный прыжок. Нужно спринтить и прыгнуть одновременно, чтобы высоко подлететь. А теперь его спецатака. Заряжаемся, экран трясется и пау! Все вокруг уничтожены, я нанес 5 ундециллионов урона. Да, я посчитал все эти нули. Халку тоже добавили сильные прыжки, заряжаются они от бега, и чем больше накопленной энергии, тем выше будет прыжок. Ему еще немного улучшили анимации, и это хороший повод, чтобы еще раз посмотреть на этот шедевр. Также у Сайтамы, Халка и Лунного Рыцаря есть анимация на этом новом стенде, это еще одна его фишка, и выглядит это очень круто. На Лунного Рыцаря мы тоже раньше смотрели, но в новой версии у Мистера Найта появилась возможность снять свой пиджак и встать в крутую позу. И у Стивена тоже есть поза при удержании оружия. Наконец-то в херопак на симбиотов вернулся Токсин. Он не сильно изменился, такие же быстрые щупальца и его крафт в выживании. Но теперь он иногда показывает свой зеленый язык и с некоторым шансом может перейти в безумную форму, в которой он большой и сильный. Также автор добавил Человека-паука Эндрю Гарфилда из 3-го фильма, то есть симбиота. Вот так он круто трансформируется,
Хироуса, и у него очень много новых трюков и анимаций полета. Ведь именно в фильмах с Эндрю были самые крутые полеты. А еще тут есть его следующая версия, то есть Веном. У него помимо всего добавляется щупальце с лезвием. Но теперь тут будут не только симбиоты, а еще, например, Бэтмен из Киберпанка. На F он подкатывает рукав и раскрывает свою пушку. У нее есть 3 вида выстрела. Синий усыпляющий, то есть он дает слепоту и медлительность. Фиолетовый забирает силы у героев и зеленый отравляет. И это даже еще не все. В снаряжении у Бэтмена есть флешка. Если загрузить в нее какой-то костюм, а потом поставить обратно, то можно загрузить данные этого героя. Вот я загрузил обычного Бэтмена и получил комбат, а именно стал сильнее и появилась анимация ударов. И это работает не только с Бэтменом, там есть целый список героев, которые относятся к определенному типу. Всего их 4, и, кстати, многие хиропаки тоже поддерживаются. Можно получить способности лучников, загрузив любого лучника. Теперь загрузим Дэдпула, и это позволяет мне использовать пушки. И последний вид — это акробаты. Для этого подойдет, например, Человек-паук. Раз есть Бэтмен, то должен быть и Джокер, тоже из Киберпанка. При удержании C из левой руки начинает стрелять пулемет, а на F из левой можно достать лезвие. Также у него есть Сандевистан, это какая-то штука из Киберпанка, она дает скорость. Вы могли заметить, что иногда его начинает трясти, и глаза бегают в разные стороны. Ну и последнее, что можно сделать, это ввести яд. Для этого нужно удерживать B, и чем больше ввести, тем больше будет ваш урон. Трикстер — это выдуманный автором персонаж, и поэтому на нем он прям разгулялся и показал возможности. Так как это маг, у него, конечно же, есть обычные 4 спелла из мода, а используя закрепляющие заклинания, можно привязать костюм к себе. Теперь тут пишется ник хозяина, если какой-то вор захочет использовать этот костюм, у него ничего не получится. А дальше активируем щит. Сам он работает на ПКМ, еще открывается телекинез на левую кнопку мыши. А задержанного моба можно пометить, и теперь его можно взять откуда угодно, ну пока он в прорисовке, конечно. Также нажав на синюю кнопку, можно поставить метку. Теперь уходим очень далеко, вообще в любую точку этого измерения. Включаем маску на правый shift, она состоит из порталов. Нажимаем вернуться на позицию, и меня вернуло в то же место, где я поставил ту метку. И это только начало. Дальше можно выбрать разные виды магии. Начнем с атакующей. Индикатором того, что магия активна, будет таймер и свет в груди. Первая атака — это луч, и он настолько быстрый, что моб вообще не успевает упасть. Дальше идет заряженный луч, он просто сильнее. А когда вот этот таймер закончится, для восстановления нужно брать мобов и высасывать из них энергию. Выбираем защитную магию, и с ней лучи уже не дамажат, а хилят и дают положительные эффекты. Но зомби и скелетов это, конечно, наоборот будет дамажить. Маневренная магия позволяет ему быстро летать, а также проходить сквозь блоки. А в Scarlet Heroes добавили синего жука из фильма, он, кстати, уже скоро выходит. Он, конечно же, может летать, вот такие вот у него крылья, а при ускорении они прячутся и появляется след. Находясь на земле, этими же крыльями можно ставить щит. Из оружия он может достать 2 лезвия и потом поменять их на один большой меч. Ах да, у него еще есть альт в стиле Критла, это такой моб в моде, и у него меняется не только скин, но и звук полета. Ну все, подписывайся, ставь лайк и давай уже быстрее качай мой хиропак.